Привет, меня зовут Саша Акимов, и сегодня я расскажу вам про маленький объективчик Xiaomi, который сочетает в себе сразу же две ипостаси. Это одновременно и классный портретник с эквивалентом фокусных расстояний 85 мм, и также он может превращаться, как будто это какое-то волшебство, а не технологии. В общем, становится в некоторых ситуациях и макрообъективом, тоже достаточно неплохим. И речь сегодня пойдет про объектив Xiaoyi 42,5 мм f1.8. Пару лет назад я уже рассказывал вам про не самую удачную попытку Xiaomi ворваться в фотоиндустрию с их камерой Xiaoyi M1. И у камеры, конечно, были некоторые плюсы. Она была, во-первых, стандартом микро 4 третьих, то есть, соответственно, под нее огромное количество объективов автоматически подходило. Там была сразу же хорошая матрица на 20 мегапикселов, в принципе, мало чем отличающаяся от тех, что стоят во флагманах Panasonic и Olympus, ну, стояли в те года, когда она вышла. И она писала, в общем-то, неплохое, достаточно сносное, резкое 4К за копейки. И, опять же, за копейки это очень важно. Камера была очень дешевая, ее и сейчас на вторичке можно купить за просто смешные какие-то деньги. В общем-то, с ценой там тоже все в порядке, ты не переплачиваешь непонятно за что. Ну и Xiaomi, как мы знаем, вообще обычно довольно неплохо выступает со своими различными суббрендами. Они лезут во все области. У них даже туалетная бумага есть под своим брендом. Но в данном случае камера M1 мне сильно не понравилась, и у нее огромное количество минусов, и я не могу ни в коем случае сказать, что это топ за свои деньги. Во-первых, самый главный недостаток — это, наверное, то, что там был очень плохой пользовательский интерфейс. Так скажем, UI, User Interface, если по-английски, он был полностью завязан на сенсорном управлении, то есть кнопок на камере самой было очень мало, и в основном нужно было сенсорным экраном пользоваться. И это сделано просто там отвратительно. Во-первых, экран очень как-то слабо или плохо регистрирует или неправильно твои нажатия. То есть он как такой не очень-то чувствительный к нажатиям, когда это нужно, и наоборот сильно чувствительный, когда не нужно. Плюс некоторые элементы интерфейса ты при этом не можешь, кстати, положение там настраивать, еще и наслаиваются друг на друга, и когда ты, например, хочешь там что-то сделать, у тебя там точка фокусировки перемещается внезапно в угол, потому что он считал это по-другому. В общем, такое себе, с пользовательским интерфейсом там прям была очень серьезная беда, она была не очень удобная, и если тебе, например, нужно какие-то быстро настройки было поменять, то с этим возникали прям достаточно серьезные трудности. Ну и во-вторых, там все-таки довольно примитивный оказался контрастный автофокус, не такой крутой вот контрастный автофокус, который вообще, в принципе, не промахивается, как у Panasonic, да, а вот именно в самом худшем смысле вот, контрастный фокус, который и промахивается, и зелененьким тебе показывает, что да, там регистрирует попадание вроде бы куда тебе надо, на самом деле он не попал, а просто сами алгоритмы почему-то так решили за тебя. В общем, промахов там было до хрена, косяков у камеры, в общем-то, было огромное, великое просто множество. И, коротко говоря, да, у Xiaomi первый блин получился комом. Второго блина мы, в принципе, что-то после этого не особо увидели. Я надеюсь все еще, что Xiaomi, возможно, ворвется все-таки и сделает классную камеру на микро 4 третьих, но шансы этого очень невелики. Скорее всего, они вот обожглись с этой камерой, она не очень-то хорошо продавалась, она была неудачная, неуспешная, и они просто забили хуй, как обычно они это делают на свои там какие-нибудь телефоны, которые они там выпускают по 150 тысяч почти одинаковых моделей, и при этом быстро бросают их поддержку. Ну, а когда, собственно, камера выходила, у нее было несколько вариантов, как она может приобретаться, и один из них это был вот как раз таки двойной кит. Туда входил простенький темный зум-объектив 12-40 мм, что в эквиваленте 24-80, ну, f3.5, f5.6, понятное дело, ничего выдающегося, ничего особо интересного про него рассказать нельзя. Ну, кит и кит, он, в принципе, не ужасен и не прекрасен. Ну и вторым стартовым объективом они вот как раз сделали нашего сегодняшнего героя,
вот этот вот объектив 42,5 мм f1.8 и вот этот вот объектив меня приятно удивил, потому что он в принципе закрывает достаточно много самых разных нужд, ибо он может одновременно и в портретике, и в какое-то простое макро. И при этом он выдает вполне себе сносную картинку, иногда даже, может быть, в некоторых ситуациях и получше, чем объектив от Olympus 45 мм f1.8, который в принципе я считаю must-have стеклом в системе. Но тут он даже немножко его так на троне дешевого, но при этом качественного стекла подвигает, может быть, не свергает, но вот примерно на одном вот троне они пытаются вдвоем усидеть. И в случае, если ты переключаешься в макрорежим у этого объектива, то он, в принципе, опять же, не хуже, может быть, даже и лучше, чем объектив от того же Olympus 30 мм f3.5. И вот эти два фактора как раз указывают на то, что если тебе нужен недорогой какой-то сетап на микро 4 третьих, то вместо приобретения двух отдельных объективов Olympus, которые стоят каждый по отдельности, да, в 2 раза дороже минимум, чем наш объектив сегодняшний герой, можно купить просто один объектив, который будет решать и те задачи, и эти, и при этом он будет очень дешевым, ну просто копеечным. На вторичке, если смотреть, да, там переводя в условные какие-то единицы, он стоит там 50-75 баксов, ну то есть вообще какие-то смехотворные деньги. И вот это уже реально топ за свои деньги. Ну давайте сначала посмотрим на его конструкцию, а дальше уже перейдем к картинкам. Корпус у объектива достаточно маленький, довольно-таки легкий. Ну, в принципе, и неудивительно, он все-таки из очень дешевого тоненького пластика. Местами, как видите, тут такой он глянцевый, местами он матовый вот в этом месте. Причем где матовый, он почему-то уже так легко как-то царапается слишком уж. Ну, в общем, качество пластика, я не скажу, что тут прям какое-то великолепное. Так себе, но в руках не рассыпается, уже хорошо. Диаметр светофильтра здесь 49 мм, хотя сам передний элемент значительно меньше. Видите, здесь еще есть ребристое колечко, и вроде как оно должно быть для ручной фокусировки, но это обман. Никакого колечка на самом деле тут нет, как и ручной фокусировки. То есть это колечко, оно не крутится, это чисто декоративный элемент в лучших традициях китайских таких вот производителей. Еще есть на корпусе такой вот примечательный переключатель. К счастью, он не декоративный, он действительно работает. Можно оставаться, допустим, в режиме Normal. Это в этом режиме, в этом положении у нас объектив является портретником с дыркой f1.8 максимальной. Если мы переключаемся в режим макро, то объектив также остается с эквивалентом фокусного расстояния 85 мм, но начинает фокусироваться уже с 25 см, что довольно близко для такого фокусного, но дырка у вас уменьшается, становится максимальная диафрагма f3.5. Ну и как вы понимаете, влагозащиты здесь никакой нет, естественно, то есть никакой тут юбочки нет, никаких уплотнителей, это все супер дешмань, и даже байонетное крепление здесь тоже сделано из пластика, то есть это прям максимально дешевое, максимально простенькое стекло, но оптически довольно интересное, про это мы сейчас уже поговорим дальше. И у этого пластикового китайца с резкостью все в полнейшем порядке. Картинка практически идеальная, сразу же даже начиная с открытой, просто можешь на 1.8 шлепать, и все очень резко, все хорошо. Ну, единственное, что да, она становится немного мыльновата на максимально открытой, к самым углам, ну прям вот у самых углов она становится мыльновата, вот большая часть центральная кадра абсолютно в идеале, даже на открытой. С прикрытием, естественно, резкость еще сильнее прирастает, но там уже после f2.8 некуда дальше расти, она и так предельная.
Но вот что поразительно, так это то, что с хроматическими операциями здесь тоже, в общем-то, все хорошо. Не в смысле, что их много, а в смысле, что их как раз почти что нет. И в каких-то сложных ситуациях объектив от Xiaomi, он даже показывает себя лучше, чем объектив от Olympus 45 1.8, у которого хромота все-таки лезла довольно сильно на максимально открытой диафрагме. Там и циановая кайма, и фиолетовая, пурпурная кайма появлялась. Приходилось там прикрываться до f2, до f2.5. Ну, как вариант решения, да, чтобы уменьшить хроматические аберрации, чтобы они практически исчезли вот на этих уже положениях диафрагмы. Ну, или вообще, если ты хочешь прям на максимально открытый снимать, переводить тогда картинку в ЧБ. Это прям безоговорочно решает этот вопрос. Ну, конечно, у объектива Xiaomi 42,5 мм f1.8 хроматические аберрации все равно присутствуют на максимально открытой диафрагме, но они не в таком количестве, и они ни какого-то, знаете, вот такого уж разрушительного воздействия не производят. Правда, боке художественная вот эта составляющая размытия немножечко выглядит не идеально. Бывает иногда в некоторых ситуациях такое слегка рваное. И вечером, например, точечные источники света, они превращаются в какие-то чешуйки, в луковички и так далее. Вот эти вот не особо такие симпатичные какие-то фигуры. И да, вот здесь в качестве бокешки, наверное, Olympus 45 1.8, неизбежно, да, с ним буду сравнивать. Он все же лучше у Олимпуса, и боке более приятная, и кружочки более ровные, и вообще, в принципе, растушевка в зоне нерезкости там гораздо более качественная. Ну, хотя в усредненных условиях, в целом, в большинстве ситуаций Xiaomi тоже достаточно неплохо, а иногда даже и хорош. Ну, с портретиками все понятно. В общем, вполне себе достойное стекло, но иногда бывает не самая приятная на вид бокешка. Ну, в большинстве ситуаций все равно там все окей, все в порядке. В общем, особо не докопаешься, опять же, за те копейки, которые оно стоит. Вообще все равно. А как же обстоят дела с макро? И вот в макро-режиме, когда ты переключаешься, здесь тоже все очень-очень неплохо. Конечно, это не великое какое-то супер невероятное макростекло, но, опять же, за те бабки, которые за него просят, он выдает очень-очень достойные результаты. Ну, как я уже сказал, при переключении в макрорежим у него максимальная светосила естественным образом уменьшается, становится f3.5. И оптимальным, наверное, положением диафрагмы, то есть, ну, чтобы и гриб было приличное, чтобы туда влезало побольше деталей, и по вообще детализации, пожалуй, я считаю диафрагму f5 на нем. И большую часть кадров, которые я вот именно макро любительского своего там с цветочками, ягодками буду показывать, это все снято на f5. Резкость и микроконтраст у объектива, ну, выше всяких похвал. Ну, понятно, что на прикрытой диафрагме я говорю. Но даже на прикрытой диафрагме все-таки в макрорежиме краям резкость довольно ощутимо падает. Ну, ничего прям такого уж супер криминального, критичного там нет. Но, да, углы здесь не супер идеальные. Ну и у диафрагмы здесь не так уж много лепестков, и они не то чтобы уж супер там как-то скруглены, так что на прикрытой диафрагме, когда ты снимаешь макро, если у тебя какие-то блики на заднем плане появляются, то там можешь не ожидать каких-то скругленных и красивых фигур. Здесь все-таки будут уже лезть гайки.
целом съемка любительского макро принесла мне с этим объективом достаточно немало приятных впечатлений. Я был, опять же, приятно удивлен тем, насколько он резкий, какой у него хороший микроконтраст. Ну, в общем, я кайфанул. Хотя, конечно, было смешно то, что у объектива игрушечное ненастоящее кольцо фокусировки, и ты не имеешь возможности сфокусироваться вручную никаким макаром с этим объективом. Но я, в принципе, проблем с этим не испытывал, потому что я снимал на Xiaomi 42,5 f1.8, используя очень крутую тушку. Это был Olympus EM1X, и там, снимая портреты, я просто включал следящий фокус по глазам людей, и на максимально открытой диафрагме все абсолютно беспроблемно фокусировалось. Но опять же, если ты в упор что-то там снимаешь в макро, то здесь тоже тушка Олика проблем с ним и бед каких-то не испытывала. Каким-то удивительным образом Xiaomi умудрились сделать прям действительно достойное, очень качественное, такое приятное маленькое стеклышко, при этом и недорогое, которое, в общем-то, по цене одного супер дешевого объектива, вот, да, пластикового, вот этого, который мы сегодня рассматриваем, оно в одном лице почти что аналогом является и Olympus 45 1.8 портретничка, и также Olympus 30 f3.5. Есть на рынке еще похожий портретник от других китайцев. Это Yongnuo 42,5 мм f1.7, и также как от тех же Yongnuo 25 мм f1.8, он уже имеет даже вторую версию. Не знаю, честно говоря, там в чем разница. Я ни тот, ни другой не тестировал, не могу сказать, насколько они хороши. Но, честно говоря, я не думаю, что они, при том, что они дороже раза в два примерно, да, чем наш сегодняшний герой, вряд ли они будут там как-то значительно, разительно качество выше выдавать. Тем более, что там нет макрорежима, это только будет исключительно портретник. Ну, я надеюсь, что мой обзор окажется для вас полезен. Не забывайте подписаться, ставьте обязательно лайки. Если есть желание у вас поддержать мою деятельность, можете подписаться также по ссылке в описании на мой Бусти. Ну, а я всем желаю хороших снимков и до новых встреч. Пока.